Всем привет! Сегодня на видео интересная камера для меня, ну, наверное, и для многих. Почему для меня? Потому что камеру данного бренда я держу в руках первый раз за всю свою жизнь. Да, и это камера Dahua. 8-мегапиксельный вариант камеры. Длинные у них такие названия, аббревиатуры. Тот вариант камеры, который я хочу сравнить с бюджетными XMI-евскими камерами 8-мегапиксельными, с те же самыми характеристиками примерно, но ценовой диапазон тех камер, которыми я пользуюсь и вам показывал на видео, примерно в 2 раза дешевле этой камеры. Эта камера на данный момент стоит где-то в пределах 80-90 долларов. Прошлые камеры в 2 раза дешевле, а то есть вариант еще дешевле. Ссылки, то есть видеообзоры тех камер, смотрите по ссылке, ссылку оставляю в описании к видео. Много чего заявлено, имеет очень много протоколов, все характеристики, в общем-то, глубокие. Те, кто интересуется глубокими характеристиками, можете посмотреть на странице товара, ссылку оставляю в описании. Зайдите, и там все подробно описано. Многим оно и не нужно, многие просто интересуются. Какая картинка с этой камеры? Покажи дневную и ночную картинку. И, в общем-то, из-за чего я и заказал эту камеру, чтобы сравнить, стоит ли переплачивать за бренд. Фирменная коробка, приятно держать в руках. На наклейке вся информация полностью. Юзер, админ, пароль прописан. Все для входа. Это IP-камера, 8-мегапиксельный вариант с поддержкой PoE. Тот вариант камеры... Ну, можно сказать, это самостоятельное устройство, компьютер. Вы можете ее заказать, отслеживать ее со смартфона. Установили камеру, установили на смартфон приложение. И просто такая себе у вас система видеонаблюдения из одной камеры и смартфона. Заходите удаленно, просматриваете записи в онлайне. Если наличие карты памяти, да, вроде бы есть и поддерживает карты памяти до 256 гигабайт. Можете заходить удаленно и на карту памяти просматривать информацию. Второй вариант. Камера может работать в системе видеонаблюдения вашей домашней, в которой имеется видеорегистратор. Поддерживает она OnVIF протокол. Идеальная ее работа это с видеорегистраторами Dahua, понятно, с родными видеорегистраторами. Но также заявлено, что она может работать и с другими видеорегистраторами, которые также поддерживают OnVIF протокол. В моем случае видеорегистратор 36-канальный XMI-евский. Подключим к нему и посмотрим. Камера имеет возможность смены разрешений. Это не чисто 8-мегапиксельный вариант, а разрешение можете менять на свой, так сказать, выбор. Если видеорегистратор у вас не поддерживает 8 мегапикселей, а камеру вы купили с заделом на будущее, то в ней можно сменить разрешение, к примеру, на 5 мегапикселей. И подключить к вашему видеорегистратору, который поддерживает по максимуму 5 или 2. В данном варианте 8 мегапикселей и 15 кадров в секунду. Вот многие плевались. Те вот камеры дешевые, 8 мегапиксельные, 15 кадров в секунду. Что это такое? Вот вам Dahua дорогая, не дешевая. Второе место в мире. 15 кадров в секунду при 8 мегапикселях. Но если уменьшить разрешение, снизить там 6-5 мегапикселей, появляется у вас возможность увеличить кадры в секунду. 25-20 будет она давать. Ну, не всем нужно такое плавное видео. В основном 15 кадров на объектах на различных хватает. Большой плюс это PoE. Возможность подключения к PoE видеорегистратору, к PoE коммутатору. То есть работа, передача данных и питание на камеру по одному кабелю. Очень классно. Давайте распакуем все-таки и посмотрим. По качеству упаковки всего это дела тут сомневаться не стоит. Все-таки это поддерживают, они держат марку, так сказать. Большая инструкция, но вот интересно. Русского языка нету. Это болгарский, скорее всего. Но в случае чего понять можно и то. Это просто бумажка с предупреждениями по безопасности. Вторая бумажка. Ничего цветного, кстати, нету. Все черно-белое. По установке и подключению, скорее всего.
Да, такая схемка. Также нужна она или нет, просто на досуге можно ознакомиться. Manual and downloads. QR-код на скачку, инструкции и, наверное, приложение. Камера также имеет веб-интерфейс, понятно, можете на компьютере зайти по ее внутреннему IP-адресу на ее веб-интерфейс, и там все глубочайшие настройки будут, как обычная IP-камера. Также есть клиент на ПК, с которого вы можете удаленно заходить на камеру. То есть все как современные IP-камеры, вариантов других как бы нету. Такой вот корпус металлический, камера тяжеловатая. То есть серьезный вариант камеры, алюминиевый сплав, хороший кронштейн. В общем-то, такие кронштейны уже видели вы, показывал я вам на многих даже бюджетных камерах. Идут они в металлических корпусах. То есть это сейчас никого этим не удивишь. Варианты более дешевых камер также уже идут в металлических качественных корпусах. На отводе кабеля отвод для питания 12-вольтового, например, от блока питания 12 вольт, можете также камеру питать. Или же по RJ45 POE. Ну и морда камеры, лицо ее, ИК светодиоды и заявлена функция Starlight. То есть камера работать будет в цвете, показывать вам цветную картинку при минимальном освещении. То есть переходит она в черно-белый режим, туда ближе к ночи. Обычные камеры уже будут в черно-белом режиме. Эта камера еще будет в цвете показывать, как заявлено. Но цветная ее картинка должна быть достойная, ночная. Ну, посмотрим дальше. На своем телеграм-канале, ссылка на который под видео, я вам отдаю все, что обозреваю на своих видео по закупочным ценам AliExpress в Украине. В нижней части камеры есть крышка. Также тут все металл, мощные винты. С резьбой никаких нету. Саморезов, понятно. Корпус качественный идет здесь 100%. Что еще понравилось, что никакого шестигранника. И в этом месте имеем фиксатор в виде винта под отвертку крестообразную. Регулировать кронштейн отверткой. Не надо никакой шестигранник. Ну, удобно. Отвертка всегда под рукой. Крышка также продумана. Смотрите, болты не выпадают. Есть фиксация. Болты держатся. И это очень классно. И также имеется силиконовая прокладка, герметизирующая все это дело. Под крышкой видим слот под карту памяти и кнопка сброса к заводским установкам. Крышка ставится в одном положении. Есть направляющие. В другом положении крышку не поставишь. Крышка также из металла идет. Это все металл. Все хорошо, но не могу я найти в данной камере микрофон. В общем-то, аудиоподдержка и не заявлена на странице продавца. Но просто здесь возникает вопрос. Дахуа, а почему ж нет микрофона в такой камере за такие деньги? Неужели нельзя было сюда вкорячить какой-то дешевенький микрофон? И также есть отметка, как правильно ставить карту памяти. Это вы тут не перепутаете. И нужно доводить ее отверткой. Она уходит внутрь до защелкивания. Формат сжатия H265, 265+. Ну, понятно, камеры с таким разрешением большим уже должны поддерживать современный формат сжатия. Кстати, есть у вас выбор заказать объективы с разными фокусными расстояниями. Я заказал 2.8 широкоугольный с углом обзора 105 градусов. Можете заказать 3.6 мм. Соответственно, угол будет уже. Ну, опять же, в зависимости от целей, каких вам нужна камера. За какой областью наблюдать, за какой территорией. По объективам делал я видео. Кому интересно, ссылку также дам, могу поделиться. Подключение простое. Очень простое, как я сказал. Или по POE, или 12 вольт. Если 12 вольт, купите блок питания 12 вольт 2 ампера, $5 на AliExpress. Или же общий у вас блок 12-вольтовый, понятно. У кого есть система видеонаблюдения дома, у того вопросов с подключением, мне кажется, вообще не будет. POE вариант, идеальный вариант для подключения данной камеры. Если одна камера нужна вам, вот 48 вольт, 0,5 ампера,
такой вот блок питания. Все будет у вас идти по одному кабелю. Для этого нам нужна розетка 220, кабель от вашего роутера RJ45, другой конец кабеля у нас идет в роутер, подключается. Подключаем от роутера кабель в разъем LAN блока питания, а уже на камеру пошел кабель в разъем POE до 100 метров. И подключаем ее просто одним кабелем. Включаю блок питания в розетку, загружается камера, стандартная загрузка, щелкает внутри ИК-фильтр. Даем некоторое время камере на загрузку. По вашим просьбам создал группу чат в Телеграме для общения и помощи по теме видеонаблюдения. Переходите, присоединяйтесь. Сразу попытаюсь подключить камеру к приложению на смартфоне. Специальное приложение DMSS. Вот оно вот такое. Открываю. Нужно пройти регистрацию. Ну, как обычно в приложении. Список устройств у вас будет. Все устройства, которые добавлены. И, кстати, камеры iMOW, суббренд Dahua, которые более дешевый вариант Dahua, так сказать, камер. Показывал я вам на прошлом видео и уличную камеру, и для помещений. В планах у меня заказать поворотную камеру iMOW. Также они будут у вас в этом приложении автоматически подтягиваться. Если вы в iMOW зарегистрировались, просто вы можете зайти в свой аккаунт в это приложение. Вот у меня камера сейчас iMOW в офлайне, так оно и есть, она отключена, не работает. В случае подключения она у меня будет здесь наряду с этой камерой. Жму плюс, сканировать QR-код с наклейки на камере. Не добавляется камера в приложении в связи с тем, что у нее по умолчанию не включено DHCP. То есть она не в моей домашней сети. Не получается ее добавить в мой аккаунт. То есть приложение ее не находит. Ну, первый минус, я думаю, пишите в комментариях, конечно. Но я давно с таким не сталкивался, что нужен через компьютер замена IP-адреса камеры. Это уже как бы было в прошлом. С XMI-евскими камерами такой проблемы сейчас нету вообще. Ставить на компьютер нужно config tools дахуовский. И заходим, и в автоматическом поиске данное приложение на компьютере находит нашу камеру. И так и есть. По умолчанию 192.168.1.108 у меня здесь подсеть единица по умолчанию, у меня подсеть 0. В реальности не все так просто, как хотелось бы. Теперь я понимаю, почему бренд Dahua выпустил суббренд iMOW. Камеры, которые легче подключаются для обычного как бы пользователя. Камеру нужно еще инициализировать. Ставим галочку, жмем инициализацию, вводим пароль, выскакивает рамка, подтверждаем. Камера потом, когда получает статус инициализирована камера, мы можем с ней производить действия. Вводим IP-адрес другой или же DHCP. Короче, продолжаю танцевать с бубнами. Подключил камеру к ноутбуку. Как я вам показывал, в разъем кабелем ее. Включил ее к 12-вольтовому блоку. И кабель RJ45 пошел и в ноутбук. Когда-то я давно вам одно из первых видео показывал, как сменить IP-адрес любой камеры, IP-камеры, именно подключив ее напрямую к ноутбуку. Вот я зашел и в Chrome поменял на компьютере подсеть и в Chrome ввел ее стандартный IP-адрес и зашел в веб-интерфейс камеры. И сейчас я отсюда вот настройки, network сеть и буду менять IP-адрес. По-другому я не смог. С веб-клиента я не смог, постоянно какая-то ошибка выдает, что-то спрашивает, какой-то адрес, то есть пароль не такой. Инициализацию камера прошла, DHCP включил, перезагружал ее, но она не меняет IP-адрес, не адаптируется под мою подсеть. 0 и 93 пускай будет. Шлюз также подсеть на 0 меняю. Все остальное оставляю. Хотя можно тут также DHCP включить с ее веб-интерфейса. Сохраняю. После этих манипуляций камера нашлась под тем IP-адресом, который я ей применил. С подсетью 0 с моей. Все отлично. И также она уже добавляется на приложение без всяких вопросов. Выполнено. То есть по QR-коду я ее забрал. И вот камера прогружается. Ошибка подключения. Ну, блин, я не знаю. Добавляю ее на свободный канал видеорегистратора. Надеюсь, здесь все получится. Пароль просит. Понятно, ввожу пароль. Окей, связанный есть. Есть. Камера есть на видеорегистраторе. Отлично. Широкий угол сразу вижу. Ну и картинка такая естественная, хорошая. С камеры видно сразу невооруженным взглядом. Раз, два, три, звука нету. Ну, микрофона нету. Очень странно.
очень. Кстати, странно, где же микрофоны? Почему за 3 копейки нельзя поставить микрофон? Так, давайте сразу по компрессии, настройка 18 канал. Все это можно увидеть, вот можно поменять, сейчас поменяю формат сжатия. Все это можно с веб-интерфейса камеры сделать. В Chrome даже, вот, заходите в браузере по ее домашнему IP-адресу, и вы зайдете в глубокие настройки полностью. Вот даже с видеорегистратора, но скорее всего возможность переключить разрешение с XMI-евского не будет. С Дахуовского 100% вы сможете управлять камерой, менять ее настройки, разрешения, различные моменты. 8, 6, 4, 5, 3, 2, 1, 720p есть возможность поменять. 8 мегапикселей, 15 стоит, ну 25 не поставится, это 100%, ну, так и заявлено. К картинке придраться, я скажу, что невозможно. Рассматривал я ее в мелочах, по углам качественный объектив стоит, матрица хорошая, картинка естественная, цвета естественные, никаких искажений нету, ну вот как смотришь, как из окна. Также вот при цифровом приближении того или иного объекта, что вы сможете сделать и на приложении, просто таким вот свайпом увеличение такое цифровое, вы будете видеть, ну, предметы с большей детализацией, чем это можно было бы сделать на камере с меньшим разрешением. 8 мегапикселей все-таки это разрешение уже достойное для такой вот детализации и рассмотрения предметов более четко на большем расстоянии. Вывел картинку я на 4К телевизор и сравниваю теперь с камерой 8-мегапиксельной XMI-евской. Понятно, что немного другая область видеонаблюдения, и данная камера, давно я не обслуживал ее, то есть всю зиму она на высоте, объектив я ей не протирал. Разницы как бы на глаз, особой разницы я не вижу. Эта камера и эта. Тут может немного четче, но не кардинально. Не так сказать, что вау, тут намного лучше, а там намного хуже. Особой как бы разницы нету. Оставляйте комментарии свои по этому поводу. Если бы мне показали эту картинку и ту картинку и спросили, где Дахуа, ну, я как бы сомневался. Не смог бы я с первого раза, наверное, определить. А вы пишите, конечно, свои комментарии по этому поводу. Просто так вот, такие вот сравнения делаю. Пошла жара, пишется все по движению. Движение работает. Просто нужно зайти было в приложение или iMovie, или DMSS и включить детектор движения на камеру. Даже в iMovie можно заходить и все это делать, включать. И вот она сейчас по тревоге запускает ролик с карты памяти, воспроизводит тревожный ролик. Приложение iMovie на Дахуа камере. Зона общей активности. То, что я закрашиваю на приложении, к примеру, вот, исключаю какую-то зону активности и жму «Сохранить». Настройка сохраняется. Также, заходя в видеорегистратор, в настройки смарт-оповещения на 18 канал, и это учитываем, что видеорегистратор другого производителя, также этот момент области сохраняется. По движению работает, запись идет по движению, ну и присылаются, как вы видите, уведомления с двух приложений. А какое выбрать приложение? DMSS или же iMovie, это уже пробуйте сами. На iMovie все, мне кажется, проще и доступнее. Реально камера держалась долго в цвете. Уже все попереходили в черно-белый режим. Камера еще где-то, наверное, минут 40, а то и час находилась в цветном изображении. Но по мере наступления темноты было видно, что движущиеся предметы плывут. Появлялось много шумов. Перейдя в черно-белый режим, предметы не так стали уже расплываться при движении, но все равно движущиеся предметы, будь то автомобили или люди, плывут. Нету особой четкости, нету того вау-эффекта, ну, которого хотелось бы, наверное, ожидать от данной камеры. Все-таки второе место в мире. Но особой разницы я не вижу с дешевым диапазоном XMI-евских камер. Есть дневная картинка, отличается чуть лучше. И на том же уровне ночная, чуть лучше. Но того, чего хотелось бы, той четкости нету все равно. В настройках камеры с приложения есть возможность выключить ИК светодиоды ночной подсветки. Заходим в настройки, самый низ, больше.
ИК светодиод и отключено. Жму отключить, и это видно по картинке, как меняется картинка. Светодиоды ИК светодиоды ночной подсветки отключены, и это огромный плюс. Если у вас камера смотрит на стоянку, на припаркованные автомобили, и вам нужно, чтобы в черно-белом режиме, например, различимы были номера, или же подъезжает автомобиль к воротам, номера, если включены ИК светодиоды, будут просто белые, засвеченные. Когда ИК светодиоды выключены, номера будут различимы. И также вы их можете просто поставить в автомате. Имеется в виду автомат, это при наступлении темноты при переходе в черно-белый режим, ИК светодиоды активируются. Ну и видно, картинка засветляется при этом. Карту памяти также можно просматривать с приложения. Здесь как бы вопросов никаких нету. Или облако, или карта памяти. Загружаются тревожные ролики по дням, календарь по времени. Грузятся вот тревожные моменты, потому что камера стояла и писала полностью по движению. Включил дополнительный прожектор, и камера перешла в полный цвет. И видите вы в полном цвете камера. Без дополнительного освещения. Сейчас прожектор по датчику движения работает. Сейчас он выключится, и увидите, ну что очень много шумов появляется. Матрица не такая светочувствительная, как матрица Sony. Недавно я вам камеру показывал на своем видеообзоре. Матрица также 8-мегапиксельная Sony 400, IMX, кажется, 445. Там, конечно, она ночью лучше видит, чем вот данный вариант. Отключился прожектор. Камера какое-то время находится в свете, и вот перешла в черно-белый режим. По итогу, что хочу сказать. Я очень рад, что сделал тест данной камеры, посмотрел, как она работает, убедился, что есть выбор. В общем-то, есть выбор за данную стоимость, много чего. Понятно, если вы хотите строить систему, то нужно выбирать уже Dahua и видеорегистратор, и также уже остальные камеры тоже рассчитывать на покупку Dahua. Можно, конечно, видеорегистратор Dahua привязать к нему и Reolink камеры, можно привязать и XMI-евские камеры. Но есть вариант, что не будет в чем-то совместимости. Идеальный вариант — это камеры Dahua, видеорегистратор Dahua. Но тут вы должны уже учитывать, что от этого идет и ценовой диапазон. То есть это все будет дороже вам, чем, например, это были бы XMI-евские камеры. Но уже дело каждого, что в данную стоимость, ну, в пределах, например, вот недавно я делал видеообзор Reolink камеры, в пределах $70, тоже 8-мегапиксельный вариант, но там камера уже идет с определением автомобилей, то есть большая аналитика, камера более интересная, более функциональная. Поэтому также можно обратить внимание на тот ценовой диапазон, если вы не хотите самый бюджетный вариант брать. Но как вариант, также бюджетные камеры работают без проблем. Не спорю, может у Dahua лучше поддержка, как говорят, лучше приложение, более стабильно, все эти моменты. Но более дешевый вариант также работает без проблем. Советы вы можете получить по ссылке в группе Телеграме, группа чат по видеонаблюдению специально создал, чтобы мы общались друг другу, помогали по этой теме, по теме видеонаблюдения. Ссылку на камеру оставляю, переходите, приобретайте, кого заинтересовало. Также в Украине ее вам могу продать по закупочной стоимости Алиэкспресса на своем телеграм-канале. Подписывайтесь на канал, всем удачи и до следующих видео.